6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии боесоприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу, начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс-ки, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Что тебя привело ко мне? Я, находясь на точке, я вам видео записывал. Подожди, стой. Расстегни как-то, у тебя так много всего. У меня 2 куртки просто. И вот эту верхнюю, вот эту расстегни. Да. Теперь как-то можно даже микрофон повесить. Ну-ну. Вот, на обменному фонду вашему, Дмитрию Владимировичу. Так, попал в плен, ну и что? Вот, и тут вот, товарищ передо мной босс, что к вам записывается. Ну, у нас интервью, ты понимаешь? Я в курсе. Просто разговор для записи, подзаписи, для публикации. Да, я в курсе. Ты готов? Да? Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда ты? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Москва? Да. Сама Москва? Да. С Москвы сейчас нормально уже мобилизуют? Да. Тебя когда мобилизовали? Меня не мобилизовали. У меня контракт. Ну, контракт когда подписал? 2 декабря. 23 года. года? Да. А зачем ты его подписал? Вынудили подписать. По-моему, между вынужденной мобилизацией и вынужденным контрактом небольшая разница, нет? А я вам объясню, каким образом это сделали. Да. То, что у меня в связи с новыми законами выходящими, там касаемо там, определенных вещей, там всякие надо какие-то бумажки дособирать, там, касаемо чего-то оформить или еще что-то. И как выяснилось, то, что у меня квартира не до конца приватизирована. Ты шепотом разговариваешь всегда вот так вот? Нет. Говори чуть внятнее, потому что ты такая... В связи с новыми законами тоже постоянно приходится дособирать какие-то бумажки для чего-то, чтобы что-то оформить. Да. И вот выяснилось то, что квартира не до конца приватизирована, потому что не хватает пару справок. Я изначально был осужден на 2 года, и в ПТР я... За что был осужден? Угон. Угон? Угон автомобиля. Вот, на ПТР, это принудительные трудовые работы. Угу. И к нам туда пришел уже с пункта отбора человек. Там кто-то были, сами добровольцы, там, как кого-то вот тоже помимо того, что добровольцы также прижимали. Мне как бы сказали то, что когда первый раз отказался, то что ладно, потом опять вызвали, и дали такой расклад, то что если ты не пойдешь, то просто выкинем всю твою квартиру из всю твою семью из квартиры. Отнимут квартиру. Тебе надо было собрать справки на квартиру, но ты пришел туда, и тебе говорят, нет, если не пойдешь воевать, мы тебе квартиру выкинем тебе из квартиры. Родители выкинут, да. Родители? Родители и жену с ребенком. У тебя ребенок? Да. Жена? Да. Сколько комнат в квартире? 2. 2 комнаты. Родители его, да? Да. Как 2 семьями. Да. Короче, если ты не пойдешь воевать, вас всех выкинут из квартиры. Да. Потому что считается квартира не приватизированной. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Знаешь такую песню? Нет. Правильно. И не надо. Короче, тебе понравилось все. Предложение тебе понравилось. Мне пришлось пойти, а так-то я не хотел никуда идти, потому что как бы понимал, что там происходит. Слушай, а чем ты вообще на жизнь себе зарабатывал? Вообще я автомеханик. Автомеханик? Да. Машину с автосервиса угнал? Нет, там с района, по синей лавочке.
по Синеве. Да. Расскажи, как это было. Как это было? Мы с товарищем... Чтобы лучше познакомиться с твоим психотипом. С товарищем выпивали, и как бы недалеко от дома от моего стояла машина уже 7-летнего простоя. Ну, смотрели, как бы, думаю, хозяин Богу душу отдал. И как бы, не трогали, потом забивали Вот на такая него. вот зима идет, на нее снег падает, листья, Да, вся да. залепленная, такая, Да, никто, да. она никуда не ездит, Да. шины поспускались уже, да? Да. Ну, видал я такие машины, но Да, вот, и потом что-то мы бухаем, что-то нас черт дернул поехать ее забрать. это давай заберем. Да, вот подобного рода что-то и было. Ну, мы приехали, аккумуляторы в нее вкинули, завели, покатались, потом бросили. И потом через Так день... вы ей бросили еще? У вас не было цели загнать ее на СТО, сделать, покрасить там? Нет, Что за тачка хоть? Классика, 7. Да, оно того стоило, безусловно. Вот вообще ни разу. Не, я себе просто в голове рисую обязательно в таком случае какой-то Мустанг, знаешь, Форд Мустанг, там что-нибудь такое, знаешь, какой-нибудь Dodge Caliber или Chevrolet Camaro хотя бы что-нибудь, знаешь. Нет, как обычная классика. Ну, тачку взяли, погоняли на 7? Да. А там руль еще надо, вот этот, который вдвоем надо крутить или... Не знаю, у меня вот сколько было 7, не 7, я ни разу 2 руками руль не крутил. Я всегда Наверное, рукой там уже крутился. стоит какой-то гидроусилитель или электроусилитель. Нет, ничего не стоит. Там так же, как на копейке. Да, все Ну, это я и имею в виду. Это же фигуральное выражение, ты понимаешь? Но я не имею в виду, что его реально надо вдвоем крутить. Не, ну обычно рулевой редуктор без усилителя. Ладно, автотема, понял. Все, тут, понимаешь, что ты делал с машиной вообще, автомеханик? Как автомеханик? И рихтовка, и переварка, и переборка мотора, переборка всей подвески, коробки, полностью как бы. А тут что не говоришь на лагере, что ты же такой профессионал? Я один раз сказал майору, то, что, говорит, карантин пройдет, типа, у нас тут есть, типа, цех, туда-сюда, вот, типа, может, пригодишься, и все. Понял. Не, я считаю, что надо открывать производство уже какое-то. Местное СТО. Почему нет? Кому-то надо всегда что-то подрихтовать. Да даже чисто расходники менять. Да. Теперь к твоему контракту, который ты подписал. На сколько ты его подписал? На год. На год. По минималке. Так. Сколько тебе должны были платить зарплаты? Там 204 должно было быть, и там еще Собянинские, что-то в районе Полтоса, что ли. В районе Полтоса Собянинские. Собянинский. Да. Это мэр ваш? Да. Понял. Ты обрадовался, потому что деньги-то неплохие. Ты, наверное, таких не зарабатывал, даже близко. Около 100 было у меня. Зарабатывал. Кузовня, сами знаете, что это как бы не дешево. Да, конечно. Я тебе скажу так. У нас в Киеве люди, которые добросовестно работают на СТО, даже не на сервисных, а просто где-то на гаражах, никто не бедует, все нормально, все востребованная работа, все нормально. Да, согласен. Я думаю, что в Москве машины бьют не меньше. Вообще не меньше. И моторы летят, также клинит около гидроударков, еще что. Да. Так что там с доходами быть не должно какой-то такой проблемы. А 100 для Москвы это типа норма. Чтобы не выживать, да. Выживать, я слышал, и полтос там зарабатывают. Можно, да, вполне как бы. Но и берем 100, это с тем расчетом, если ты еще снимаешь жилье. Если у тебя свое жилье, в принципе. Ты же не снимал? Нет, у меня свое. Так у тебя, значит, был нормальный доход. Да. Не парился. Дальше рассказывай. Куда тебя повезли? Когда подписал контракт, Да. там получилось как? Нас отвезли сначала на Чкаловский аэродром. Чкаловский аэродром. Да. Там воинская часть. Вот, там всех собрали, кто там еще со мной с этого ПТР ходил, ходил на контракт добровольцами. Вот, полетели на самолете грузовым, вот, долетели до Нижнего Новгорода, там еще людей собрали. И потом прилетели в Воронеж, уже конечный пункт. И от Воронежа уже 6,5 часов примерно ехали на Уралах до военного лагеря. Он находился
в сосновой чаще такой, там, блиндажи, не блиндажи. Вот там до тут доехали, нас разместили. Вот, в принципе, потом оттуда мы через несколько дня 3-4 начали ходить на этот полигон. Ага. Походили на полигон, порядка все это длилось 2 недели, там, плюс-минус. Потом нас повезли на передок. Там у нас собрали, там, я срочку просто не проходил, я не знаю, взвод 110 человек. А что срочку не проходил? Ну, как бы был, во-первых, в свое время под следствием, как бы обо мне не вспоминали. Понял. Да и в списках в военкомате меня не было. Когда Короче, срочку ты проходить не годишься, а воевать в самый раз. Так? Ну, они УДО сделали. Вот. Вот, а потом... У тебя были и справ работы, правильно? Принудительно. Это ты как бы тебя размещают в их общежитии, официально устраивают на работу, ты ходишь, работаешь там. А домой ты можешь ездить свободно? После работы остается время, по заявлению на выход ты выезжаешь. Ага. Но ночуешь А обязательно. сколько тебе присудили этих исправ работы? 2 года. 2 года, понял. И тебя плюс к тому, что тебе вот это 250 там, тысяч пообещали, тебя еще и освобождают от этих работ. Сделали Говорят УДО. тебе, ты будешь вообще, чистая биография у тебя будет. Там как, сделали УДО, я справку эту УДО видел, потому что подписывался контракт УДО. на аэродроме Чкаловском по факту убытия. Вот, я видел справку этого УДО, и как бы мне объяснили то, что ты будешь чистый, да, но в 2 случаях, если ты какую-то там боевую единицу там уничтожишь, либо по истечению контракта. Я понял. УДО – это формальное основание для того, чтобы, в принципе, тебя освободить от того, что от этих своих твоих работ. Но если ты контракт отслуживаешь, У меня вся биография чистится. да, Как они сказали. Я понял. Ну, короче, тебе и этот фактор, наверное, пришелся по душе. Ну, естественно, это к любому, мне кажется, кто там собирается на контракт. Не, я или просто еще пытаюсь что-то. понять, тебя реально заставили подписать контракт, как ты это сказал? Или ты просто увидел вот эти все условия? Не. Я даже когда вот первый я всего 3 БЗ отходил, Ну, и я как бы не собирался никуда, я просто ныкался в норах и все. Вот первый БЗ заныкался, второй... это понятно. Когда ты уже приехал на боевые действия, когда ты уже увидел, чем это все пахнет, то ты уже там начал ныкаться и все такое. Да я в принципе не собирался воевать, нахрен не нужно. Мне пришлось подписать этот контракт, чтобы мне не отняли квартиру, чтобы у меня семья жила. И по итогу отец потом, после того, как я подписал контракт, смог собрать все 2 справки. Оставим на рассуждение зрителя этот момент. Давай дальше. Чкаловский аэропорт. Дальше. Так я уже даже до этого дошел. До военного лагеря, куда нас довезли. С Воронежа мы, конечно. Да. Вот Беловодск, по-моему, это был. Но это еще на территории России. Беловодск, я не знаю, где это. Так, ну ладно. Вот, там 2 недели мы... Ты, короче, реально ты не понимал, ты на территории России находишься или Украины? Я вообще не понимал, потому что все это было в потемках, Ага. по темну. Как бы отвезли, выгрузили, разместили. Потом мы там 2 недели отбыли, там нам все выдали, отходили на полигон. И по итогу, после этих 2 недель нас уже отвезли на тыловую часть в час езды от самой полосы. Опять же, в потемках. Это все было. Да, дальше. Вот, потом был там такой майор, который всех собирал и отправлял на БЗ. По закону. Боевую задачу. Да. Собрал нас всех, познакомился, собрал, сказал, что вы там к таким-то часам стоите готовы, и за вами приедет машина, и вы едете на первое боевое задание. Да. Хорошо. Потом мы к данному времени встали, приехал Урал, 20 человек нас загрузили и отвезли на перенок, на нулевую точку, если это прям точнее. Откуда мы уже пешком пошли до полосы. И там уже начали заходить на пост, проводник от нас убежал, который нас туда провожал, со словами «вам туда».
Но мы пошли дальше. Вот. Я потерялся там сзади. Потом их догнал, потом начали эти птички стрелять, я заныкался в нору кто куда. Пересидел сутки там вот с парнишкой. Начали обратно на ноль выдвигаться. Добрались до нуля. Там у нас еще парняк был раненый. Его я перемотал. Потому что я там медиком был. И потому что у меня хорошо на медицине не получалось. Пережгутовал его, перемотал. Вот, и мы потом втроем поехали в местный медпункт. Потому что мне что-то еще сказали, что ребра висят. Мне грудная клетка очень сильно болела. По итогу посмотрели в этом местном медпункте то, что меня просто ушиб. Я там пробыл сколько? 2 суток, а того, кто раненый, отправили в Россию. Вытаскивать уже осколки, не осколки. По итогу опять на тыловую часть нас перевозят уже из этого местного госпиталя. И не успев мы даже ни сутки даже отдохнуть, приходит опять этот майор, отправляет, хочет нас отправить, мы говорим, мы только прибыли. По итогу приезжает другое отделение, тоже 20 человек, он отправляет их. А к тому времени уже 200-е, 300-е были какие-то? Были. С тобой? Вот, я же говорю, 300-го. Я пережгутовал. Это я понял. А 300-й только, 200-х еще не было? 200-й был один. Тоже вот когда с Полегасом из ПТР уходил. Прям в первый БЗ я его за 300-ли. За 200-ли точнее. Вот. По итогу он отправил другие 20 человек. У нас там сколько по итогу? День, были 2, мы отдыхали. И потом слышим такие вести, то, что ребята зашли и пропали. Вообще просто ни связи никакой с ними, ничего. Приходит опять майор, уже отправляет нас на боевое задание, на второе, найти их. По итогу кто-то пошел, кто-то не пошел, опять начали птички, не птички хреначить, мы опять забились. Расскажи, как выглядела позиция, которую вы должны были зайти, куда вы должны были вообще зайти, какое расстояние, окопы, не окопы, блиндажи, не блиндажи, что вообще было? Окопы, блиндажи, лесенора, полоса, лес-полоса обычно. Лесополоса. Да, по бокам тоже поля. Вы должны дойти с точки А в точку Б и там закрепиться. Я понял, это первое было задание такое. А второе задание это уже вынести тех, которые пытались. Найти их, да. Да, понял. По итогу мы не то, что найти, мы дойти ни докуда не смогли. А сколько там расстояние? Расстояние, вот, допустим, между точками перебежка там, метров 90. Там приходилось то, что вот как окоп закончился, и тебе надо оббегать по полю, чтобы в другой окоп. Метров 90-100. Вот так. И мы даже до первой перебежки не смогли дойти. Начали хреначить, и по итогу мы забились в нору и сидели там 2 суток. Потом опять по утру, мы даже не по утру, по вечеру начали уходить обратно на ноль. А вот там, где вы бегали, вот эта вся история, там много тел погибших? Да, достаточно. Есть и наши, и ваши? Одного вашего я видел. Там такое ощущение было, как будто ему кусок головы просто как яблоко откусили, я же охренел. Что? Не буду себе показывать, голова была, как будто, вот как яблоко берешь, откусываешь кусок. Вот голова такая была у него. А ваших вы сколько видели? Наших тоже до хрена человек, наверное. Человек 10 точно. Я просто пытаюсь соизмерить визуальное количество потерь на поле боя. Большое очень количество потерь. Более чем. Наших один? Вашего я только одного видел. А ваших видел? Очень много. Сколько? Это 10 человек? Там 10 человек, это вот кто при мне заходил, и еще люди валялись, которые перед нами заходили, да. Так вот. Даже где вот оббегали, вот с окопа, там даже люди лежали. Короче, в общей сложности человек 20-30? Понятно. Это из того, что вот виделось. Это ж... меня же интересует то, что видел ты лично. Так, вернулся обратно, да? Вернулись мы обратно, да. По итогу обратно на тыловую часть. Суток не проходит, опять приходит, например, вечер этого же дня, когда мы вернулись с второго БЗ. В 5 утра за мной приезжает БХ,
а нас осталось всего 7 человек. И вы едете на боевую задачу. Так. На пролом он нас туда закинул, где точка не занята, ничего. Ага. Ваша вот точка. На удержание, на одни сутки. Вот по итогу до 5 утра там ребята спали, я там с супругой разговаривал. Все. Потом утром мы все собрались. Нас отвезли и прям через всю полосу довезли прям до этой точки. Ага. Подожди секунду. Это ее аватарка? Твой код? Это супруга просто кота поставила на заставку. Ну, это твой код? Нет. Нет? Нет. Я вообще Жирный. кошек не люблю. Не любишь? Не. Бьешь их? Не? Нет? Так, шугаю. Шугаешь. Понял. Я не знаю, что она подумает про эту фотографию. Отправь ей голосовое, скажи, что... Давай я сейчас сам включу. Короче, минут через 5 будем звонить, чтобы была на связи. 5-10. Зай, через 5-10 минут будь, пожалуйста, на связи, я тебе позвоню по видеосвязи. Ну, ничего себе, слушай, она моментально отправила «Здравствуйте». Смотри. Конечно, не знаю. Она ждет. Конечно. Любит тебя жена. Да. Мы с ним 3 года вместе. Бывает же такое. Ладно. Давай, добивай свою историю. Ну, нудно как-то ты Ну, я рассказываешь. понимаю, что особо ничего просто такого трэшового не происходило. Трэшовое то, что в последний БЗ на 7 человек как мясо прям закинули на этой бэхе на пролом, на 17-ю точку, у нас шел на уменьшение точки, на удержание до одни сутки, чтобы заняли 21-ю. По итогу нас кинули, не успели мы слезть с бэхи, у нас уже 2 300-х. Одному в голову пролетело, второго еще куда-то, я не помню. Вот, по итогу мы там просидели 4 суток без воды, без еды, без ничего. Благо в ваших было в окопе там какие-то консервы, хотя бы что-то поели. У наших, тех позициях, которые вы заняли, которые были нашими или что? Да. Мы не знаю, вот куда нас закинули. Там было там пару банок какого. Туда, куда тебя закинули? Да. А как тебя туда закинули? Прямо на бэхе напролом нас туда завезли. Ты просто пропустил часть истории. Значит, ты убежал к своим обратно, да? Ну, тебя отправили, ты побежал вперед, ты рассказываешь, потом ты вернулся к своим, или как это было? Нет, третий вот БЗ, вот Да. нам прям вот мы только вот прибыли вот после второго БЗ. Да. У нас осталось там 7 человек. Второе БЗ. Ты должен был кого-то найти. Нашел? Мы даже дойти даже вот... Почему не? Начали обстреливать? Конечно. Да. Вы да. вернулись, Мы посидели, забурились, да, и вернулись. Дальше, третье. Третье БЗ, мы не успели даже толком приехать на тыловую часть. Приходит майор, вы в 5 утра уезжаете на БЗ. Так. У нас осталось 7 человек, у нас эти 7 А человек... остальные куда делись? Все? Ну, с целых 20 человек просто пропало. 20 человек пропало. Да. И вот то, что первый заход, половина 300, половина разбита. И вот чуть по чуть осталось. 7 человек из 110. Понял. Сажают вас на... Сажают на бэху и прям везут на пролом на эту 17-ю точку. На сутки на удержание. Так. Чтобы заняли 21-ю. Через сутки типа вас сменят. Так. Мы сидим сутки, 2, 3, нас ни связи, ничего. Как была рация, но Вы никто... на бэхе заехали на это? Нас туда завезли, да. Завезли и сбросили вас. Да. 7 человек. Да. Там есть какие-то наши консервы от наших оставались. Да. Так. Сидите дальше. Вот, сидим там. Кого-то ВКонтакте захреначили на 2 сутки. Как это? Там раскидались. Там, в одну часть окопа, в другую. Ага. Ребята сидели. Так. Я сидел просто в сторону 16 точки, просто смотрел. Вот, по итогу там в другом конце окопа контакт, 2 убирают. Ребят наши при контакте. 2 уже сразу были 200. Мы по итогу с парнягой остались вдвоем, но уже связи не... Связь была, там у нас был такой, не помню, кто он, Табол. Вот. Сидите. Я говорю, тут мы остались вдвоем, надо отступать уже, что там делать вообще? Нет, сидите, к вам идет подкрепление. 4 суток шло, подкрепление, смена. И каждый раз постоянно разные. По итогу никто не пришел, ни воды нам ничего не скидывали, никак не помогали. А их что, или что? Да. А откуда знаешь? Видел?
понимаешь? Как? А слышно же, как его, радиостанция-то, я так понял, одна, Ага. и слышишь, как они между собой там Ага. еще общаются. Короче, там нормально ваших полегло, походу, на это. Да. Так, а напомни, что за позиция и населенный пункт? Харьковское направление. Харьковское направление, но ты не понимаешь точно, да, ближе? Точно я не знаю, я даже сам не знал, где меня взяли, пока мне сами не сказали на точке, куда привезли Ага. уже. Вот, Харьковское направление это. И по итогу слышу, как одни заходят, вторые, третьи, и никто не доходит. А Так, кто- и еще месяц, число, когда это было? Ну, это последний. декабрь. Декабрь. 26 декабря мы туда. И 31 декабря я попал в плен. Ага. Прям на Новый год. Ну да, понял. Так. Поэтому у нас там двое осталось, мы там перебились этими консервами. И уже на 4-е сутки нам разворотили уже блинчик, птички. Потому что она вот А ты говоришь, кого-то одного захреначили каким образом? Птичкой? Не. Как? А когда вот только спустились? Да. Птичкой, да. Птичкой. Дальше. Вот, и по итогу, когда мы уже вдвоем остались, когда на 4-е сутки уже взрывают блиндаж, уже прятаться негде, мы начали уже пытаться выдвинуться как бы в сторону нуля, Ага. как-то спастись. По итогу мы прошли окоп до конца, перебежали, прошли еще один окоп, это уже 18-я точка. Ваша цель какая была? К себе вернуться? Да, даже не просто уйти и все, и нафиг. Да. Вот. 18-ю точку проходим, там даже странно, что никого нету. Опять оббегаем, заходим в 19-ю точку, и мой товарищ, с кем я шел, от того, что столько дней не пил и толком не ел, слышу, что в блиндаже люди по-русски разговаривают, подумал, что наши. Заходят, ребят, нет, попить воды туда-сюда, ну, поесть, покурить туда-сюда. И я захожу. Все, сдавайтесь, ребята, в плен. А у нас выбора как бы и не было, что-то делать. Да и не собирались ничего, не воевать ни с кем, ничего. Ну, понятно. Короче, всех 6 оставшихся взяли в плен. Ну, Они тут с вами? Нет, вот взяли в плен двое. Было Остальные- 7. Одного за 200 птичкой, с остальными что случилось? Еще 4. В течение вот этого времени их всех тоже похреначило. Кто птичками, еще чем-то. Пока у вас вот эти были все короткие перебежки, да? Пока были короткие перебежки, пока вот 4 суток вот эти шли. Мы остались вот вдвоем. Ты имеешь понимание, объяснение для себя, за что эти вообще люди все погибли? Понимание, объяснение. Там половина зэков уже было. А? Понимание, половина было зэков, которые, чтобы освободиться. А вот именно прям за что? Да. Я даже не имею в виду, не задаю вопрос Я понимаю, с что- субъективной точки зрения, да, а вообще, вот, ну зачем это все происходит, какая цель и за что они гибнут по факту? Я так, мое мнение, что это гибель людей идет из-за личных интересов. Чьих? Путина. Какие это интересы? Я так понимаю, завоевание территории. Не знаю, толку даже. Захват. Молодец, садись 5. Просто вопрос, а как тебе вообще это все? Дурдом. Бессмысленно. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш муж у нас в плену. Вы знаете об этом, я так понимаю, уже. Ну да, знаю. А как давно знаете? Мне об этом сообщили за 2 часа до Нового года. Наши военные. Понятно. А он уже в списке военнопленных у вас, наверное, да? Да. Его признали военнопленным. Да, его признали военнопленным, он включен в списки на обмен. Угу. А говорить будете с ним? Конечно. Зачем? Ну как, это живой муж, я его все равно люблю. Все равно, несмотря на что? Ну, несмотря на всю ситуацию и все, что у нас там между ним происходило, я все равно его люблю. А у вас какие-то личного характера проблемы или как-то связанные с тем, что происходит и там, где он оказался? Не-не-не, это наши семейные проблемы. Разговор под записи для публикации. Бери, говори. Привет, Зай. Нифига ты. Да.
Как у тебя дела? Что говорит, нифига ты? Отъеды. Отъеды? Нормально. Ну, блядь. Покажи сына. Сейчас я тебе покажу. Что она показывает? Ребенку. Янчик, привет. Ребенка Сына. придется обрезать. Ага. Сына. Папа. Сына. Ты такой большой уже. Смотри, папа. Твой хороший. Я очень по вам сильно соскучился. Мы тоже по тебе соскучились. Тебе письмо мое пришло? Да, пришло. Вчера получил. Ну, слава богу. Я тебе сегодня тоже отправляю письмо там. Через Красный Крест. Так что получишь. Хорошо. Мы в четверг идем к твоей маме вместе с Яной. О, хорошо. Как там дома вообще? Как там отец, как мама? Ну, с отцом своим я не общаюсь, потому что последний наш с ним разговор был то, что Сережа тебе не подходит, разведись с ним, оставь его в покое, поэтому как бы, ну, единственное, с кем я общаюсь, это с твоей мамой. Я понял. Ничего себе. Ну да, натянутые отношения у них. Отец твой чудит очень сильно, ну... А все папа чем аргументирует такой подход? Я по-разному. Слушай, у меня вопрос. Ты Не, ну мне просто вот интересно, да? Вот ваш папа говорит, разведитесь, он не подходит. Это ты для нее слишком хороший или она для тебя? Ну, у него в принципе все бабы зло. Почему это странный? Вот ваш муж нормально объяснил, у него в принципе все бабы зло. Значит, ты слишком хороший для нее. Ну, видимо, не знаю. Ну, понятно. Что ты там себе, говоришь, купил? Я говорю, тебе машину купила. Ого, нифига себе. За те бабки, которые ты здесь заработал, машину Ну, купил. походу дело. Нет. Нет? Помните, я отдавала денежку за то, чтобы права сделать? Ну, Мне их вернули, я купила тебе машину, вот, и я зачислилась 2 дня назад в автошколу. Я именно сдавать буду сама. умничка. Ничего себе, Вот. там денег было. Хотел, понравится. Ну, очень сильно верю, короче, надеюсь. Так, ну Слушай, пусть расскажешь, что там за машина. пусть это будет сюрпризом. Сюрпризом будет. Да. Экспортная, она, по-моему, 90 какого-то года. Вау, ну это, Все, это балдеж. наверное, Ford Fiesta. Я уже понял, что... Зай, ты посылку-то сделала? А? Я ее сделаю, как ты хотел. Ого, нифига себе. По расцветке, Миша? Да. Очень приятно. Зай, слушай, такой вопрос. Ты посылки сделала? Нет, я еще не сделала посылку, я потому что не понимаю, что именно тебе нужно. Как раз таки я ждала твоего звонка, потому что мне вот эта девушка говорит то, что распишите, что конкретно, какие именно продукты, что за название, она это сходила и купила. Ну запиши сейчас, пока вот есть сейчас возможность. Я запишу. Вот, а так я с ней связалась, отец там на меня гнал твой, как обычно. Насчет... Так вы же вместе в одной квартире живете. Сейчас она пока дома живет. Живу с Он родителями ее со своими. выгнал, блядь. Выгнал? Да. Такое. Батя. Да? Именно батя. Да. 78 лет отцу. 78 лет отцу. Понятно. Давай, диктуй. 3 блока сигарет. Ты до Пашки ездила? Я не ездила, я сообщила в часть. Они сказали, что они в курсе. Просто нужно И доехать. родственники... Тоже в курсе? Да, родственников тоже поставили в известность. Я на Рафалинске ездила 2 дня назад. Ого, нифига себе. Я туда ехала 4,5 часа туда и 4,5 часа обратно. Офигеть. Нормально.
А это такой вопрос, Роберт. Ты с Робертом как разговариваешь? По переписке или ты с ним созванивалась? Мы с ним либо в Телеграме списываемся, потом списываемся, мы с ним как-то не особо на связи. Угу. Вот. Я Что понял. тебе еще рассказать? Киреев чудит, Юля там к твоему отцу лезет. Все как обычно, ты уехал. У меня, оказывается, парень есть, о котором даже я не в курсе. Короче, говна происходит очень много. Понятно. А что там эта Юля опять хочет? А Юля там все, Юля там за всех все решает. Она мне звонила, мы с ней разговаривали, она такая: тебе лучше сойтись с Ромой. Я думаю, Ром тут вообще каким боком? Я думаю, ты что вообще творишь, тетя? А у Саныча Юля, это ребенка кто? не будет. А? Юля это кто? Бывшая жена. Что еще раз? У Саныча ребенка не будет. Я почему-то даже не удивлен. Они хотели родить ребенка. Почему у Саныча не будет ребенка? А почему у Саныча ребенка не будет? Они хотели родить ребенка, чтобы им дали вот этот вот материнский капитал. Они думали, что они сможет это его обналичить. Я такая думаю, ну ладно. Короче, как Иваныч хотели сделать, я понял. А им отказали, да? А что по итогу? Нет, мат-капитал не вывести никак, это просто сертификат. А они думали, что это деньги будут. Не, ну мы с тобой знаем, что его можем вывести. И вот это в ипотеку, да, или в покупку там машину, или ребенку на образование, да. Так. Ну да. Ага. И они решили, что таким образом им ребенок не нужен. Походу дела, да. Ну там Интересно, вы живете там просто. солевой торчеблюд просто. А? Там солевой наркоман, блядь, просто. А, ну нормально. Там беда. Ну так, да. Блин. Вот я завтра должна поехать в эти фили, чтобы Янчика в садик устроили. Это центр помощи семьям, короче, у кого кто на войну пошел. Короче, какая-то такая херня, там должны в сад помочь устроить, потому что мы в очереди стоим, но нам до сих пор так и не выдали место. Я понял. Зай, пожалуйста. Чего? Сказать, какая у тебя зарплата? Какая? 6200. Да ну нахуй. Вау. А как это так? Да, как... Даже, ну, просто интересно. Просто мне даже подъемные не пришли. Не, подъемные тебе приходят 75, и все. А тебе, я ездила в часть, я брала вот эти все выписки из своего личного кабинета, вот это все. Короче, тебе Минобороны сначала начисляет деньги, а потом их списывает. Они даже до тебя не доходят. Вот я поеду с этим всем тоже разбираться. Да не, ничего. А Собянинские? А Собянинские не падали? Полтос. Я понял. Слушай, Зай, ты можешь тогда что-то придумать что-нибудь побыстрее сейчас по ссылке, потому что она будет идти 2 недели. Может, и того Я будет. знаю, что она будет 2 недели. У меня сейчас вот сегодня мне должны оплатить по работе, по моей. Вот. И я отправлю. Мне должны там заплатить, правда. Я не знаю, хватит или нет, потому что девчонка знакомая, с которой я общаюсь, у нее тоже муж там, где и ты. Вот, и она отправляла посылку, и посылка ей вышла в 17 тысяч. 20 килограмм выходит 28 тысяч, если брать по принципу бандероли. Бандероль 5 килограмм стоит 7 тысяч. Ну, я знаю это все. Вот, она говорит, меня 17 по мужу отправить. Угу. Вот, так что как-то так. Ну, 75 приходят от метрополитена, получается. Да, и то в прошлом месяце они не пришли только в этом. Ага. Я понял. Поэтому карабкаемся как-нибудь, кто-нибудь. Я понял. Вот. Так что как... Вспоминайте, что вы еще хотели сказать жене. Разговор у вас затягивается чуть-чуть. А нас надо конкретно. Вот. А я пока вопрос один задам. Погиб бы ваш муж. А шансы, говорит, были или нет? Были. Были? Очень. У меня и ранения есть. Ранения есть? Да. Куда? У меня осколки в ногах вот тут. Осколки в ногах? Да. Ну, это проходит. Я говорю, погиб бы ваш муж. Что бы ребенку своему рассказывали про папу? Не знаю. Я даже как-то, я не думала об этом. Я надеялась, что все будет хорошо.
На войне все будет хорошо? Ну, я надеялась, что все будет нормально. Ну, вы вообще ему поддерживали, да, его в этой идее, чтобы он вот пошел там повоевал? Я его не поддерживала в этой идее. Я ему сказала, что он сам взрослый человек и решает, что ему делать. Я ему объясняла, что ему это не надо, и зачем он вообще туда идет. Вот и все. А, Она не знает за приватизацию. а? Она за приватизацию не знает. Я не буду говорить. Потом послушает в интервью. Так что... Короче, вы поддерживаете, да, вот эту всю спецоперацию, там, да, войну, вот эту вот всю историю? Я вообще это ничего не поддерживаю, я стараюсь в это не лезть вообще, как бы. А вот по сути, а что я могу сделать, да? Вот такая ситуация в стране, я ничего не могу сделать и никак на это повлиять. Я не хочу, чтобы кто-то из моих близких в это вообще лез. И на том спасибо. Договаривайтесь же. Все, за это тогда... Не хочет, чтобы кто-то из близких лез. Но тебе, самому близкому человеку, она сказала, а ты взрослый человек, сам решаешь. Что тебе? Короче, покажи мне еще раз ребенка. Ну сколько тебя уговаривали? 2 недели, чтобы ты никуда не шел? Угу. Покажи мне ребенка еще раз. Сейчас покажу. Привет. 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 По мультике. Это дочка, что ли? Сын. Сын? Да. Ну, вот. Привет. Папа тут, да? Папа. Так, посмотрел, Так, поговорил. Зай, короче, Давай, у вас там еще... не затягивай с посылкой, Очень потому что много. тут ни курить, ни хрена нету. Я очень на тебя надеюсь, что ты сегодня-завтра ее отправишь. И можешь сначала отправить бандероль, она быстрее дойдет. И добейся от нее, Неважно. подтверждение тебе об отправке сказал. Ну, она скажет, я думаю. Ну, если что, сама спроси. Ну, хорошо. Все-то, целую, люблю тебя. Завязывай. А где это интервью посмотреть потом? На канале Володимир Золкин в Ютубе. А, хорошо. Все, спасибо. Надо правильно говорить не бандероль, а биндероль. А, Бендер? Ну да. Ну вы же говорите бендеровцы. Мы, не знаю, я, вот если мне сказали слово бандеровцы, я и говорю бандеровцы. А, ну ладно. Как бы, хотя я даже не знаю, кто это такие. А можешь сказать Укрзалізниця? Укрзалезниц? Укрзалізниця. Укрзалезниц. А нісенітниця? Не, вот это не смогу уже, точно. Нісенітниця. А ну. Ница. Не смогу я. Ну хорошо, ладно. Поляниця. Поляница. А? Поляница. Поляниця. Поляниця. Поляница. Поляниця. Поляница. Тя. Чья. Это белый хлеб. Фу, хорошо, ладно. Это... Есть от себя что-нибудь добавить к нашему вышесказанному? К вышесказанному хочу добавить то, что кто... Ребенок у вас красивый сын. Все хорошо. Дякую. Все хорошо. Нема за що. Как думаешь, он бы жил бы без папы, если бы тебя захерачили здесь бы? Хреново. Хреново, да? Очень хреново, да. К интервью хочу добавить только одно, то, что все, кто собирается идти по контракту, то, что идти не стоит и не нужно. Это бессмысленное действие. Не важно, где ты в тюрьме или добровольно, это нахрен не нужно. Лучше жить спокойно и трудиться и наслаждаться жизнью. Это да, это да. Мне повезло, я как попал в плен, как бы сейчас живой, а мог лежать на полосе мертвый. О. И твой сын бы даже, главное, не знал бы, за что ты там лежишь. Да. Не, ну а жена, конечно, объяснила бы ему, наверное, что папа герой. Ну а как еще ребенку-то объяснишь? Да, но только вот герой за что и зачем? Ну вот это уже... Ну ты как бы в адеквате, ты понимаешь, что война идет за оккупацию земель, и что в принципе такая и цель и есть. Как бы. Тут слава Богу, тут хоть не надо было это тебе это полчаса доказывать. Это понимаю. У вас земель мало, что ли? Вот тот же вопрос.
У нас что, земель мало? Я не понимаю, как бы, Знаешь, что нахрена Россия по это? плотности населения, ну, по плотности 140 заселения. миллионов. Нет, это население, да? Я вижу, вы уже готовитесь, уже понимаете. Нет, я просто знаю. Нет, это 140 это общее население. Да, да, а общее. плотность населения на одном из самых последних мест в мире Россия стоит по плотности населения. Ну, короче, у вас очень много незаселенных территорий. Да, необхоженной земли. Скажем Да, так. вот вы бегали там, где вы бегали, это там поля, посадки, да, вот, ну, такое. У нас чисто полоса была, вот и по бокам поля. Вот перебегали А через это прикинь, поле. сколько у вас в России там этих лесополос, короче, полей, бегай, сколько хочешь. Убегайся. Да. Понимаю. А знаешь, сколько Россия потратила бабок уже на вот эту вот войну? Сколько она потратила бабок на эту войну, лучше бы, чтобы сделал бы по России, чтобы те же самые дороги бы заселили Смотри, бы людей считали, там. да, по самым скромным подсчетам, вот каждому из 140 миллионов можно было выйти и в руки по 2000 баксов выдать. Я понял. Но можно же было бы и не выдавать на руки, а взять и в каком-то чистом поле, короче, Облагородить, сделать что же город там район мечты, такой. короче, заселить туда всех, кого вы хотите спасти там от чего-то. Ну, если Вот бы про это хотели спасти, не спасти, это я лично не знаю, я как бы новости я никогда не смотрел, да, Ну, в я принципе, понимаю. телевизор толком не смотрю, мне некогда. Я либо ковыряюсь в машинах, либо еще что-то работаю. Мне не до телевизора, поэтому как бы я не знаю. Ну, я понял. За это. Никто не знает. Как бы я попал на точку плен, там, вы освободители, не освободители, я постоянно не понял, к чему вообще говорят. Ну, потому что вот вы говорите, ну, там у вас говорят, что это освобождение кого-то, чего-то от чего-то. Я тебе могу ликбез провести, короче, про вот это освобождение, как там люди себя чувствуют на этих территориях, и как себя чувствуют дома, города. Мне и... на точках показали, как там разбили Мариуполь, расхреначили, все это я видел. Ну, это я, собственно, и в других интервью делаю, да, будет желание посмотреть. Ну, для тех, кто до кого не доходит, Я как бы, думаю, я вижу, да. что до тебя доходит. Все, ладно, зови этого, который был, микрофон мне отдай. Ага. А можно? Сигарету? Спроси. Вон возьми. А, вот, на. Ага, давай. Да, это пишет твой брат. Владимир, здравствуйте. Мой брат находится в плену в тюрьме для военнопленных Запад-1. Неважно. 2003 года рождения. Прошу у вас помощи. Обратился куда только можно. В плен мой брат попал в середине января, и до сих пор его не признали военнопленным. Все это время числится без вести пропавшим. Понял, в чем проблема. На связь выходил с момента попадания в плен 3 раза, за что я очень благодарен вашим ребятам. Но видео и фото с моим братом из плена нигде не опубликовалось. Все, я вспомнил, что он хочет. Он хочет, чтобы ты попал на видео. То бишь, он хочет, чтобы тебя там показать и сказать твоим этим, ну, я не знаю, как их назвать. Ну, я понял. Сказать, вот он в плену. Занесите его в список пленных. Цель у него такая. Но он старается. Даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да. Даете, хорошо. Значит, будем звонить брату. Кстати, он на связи был 22 минуты назад. Но он у меня постоянно от СБУ уже ходил, звонил 26 февраля. Вот они тоже ему там отправили, что нужно делать, куда обратиться, чтобы меня в этот список внесли. Смотри, в наших списках ты и так есть. Он же вот, ну, пишет сам. Ну да, в Красном Кресте, да, есть. Не в Красном Кресте. Вот это он публикует наш список, который мы публиковали. Видишь, хочу жить, это наш сайт, вот, QR-коды. И ты здесь под каким-то там номером, под каким номером. У вас в списке, вот, мой брат под номером 23, ты же читаешь. Смотрим список. Номер 23, да, вот. Неважно. Есть. То есть в нашем списке ты есть уже довольно давно. И мы говорим, окей, заберите своего Рэмбо. То есть тебя, не вопрос, на обмен. Вопрос в том, что с твоей стороны, ну, с вашей стороны, тебя просто тупо не хотят включить в список на обмен, чтобы выдать вместо тебя нашего солдата. Ну и, собственно, произвести обмен. Все просто. Ну, я понимаю, в принципе. Поэтому
Я понимаю, что СБУшники, они, наверное, тоже, ну, точно так же, как и я, сейчас буду говорить вашему брату, звоните там в Министерство нападения, звоните в военкоматы, во все инстанции, прокуратура, военная прокуратура, ну, то есть все довольно просто. Но смысл главный, это чтобы ты попал на видео, чтобы можно было как-то Да, наконец-то вот доказать. он меня спрашивал, что видео. Давай, фамилия, имущество, дата рождения, откуда ты? Это секретная информация. Вам она не нужна. Года рождения. Город. Это секретная информация. Вам она не нужна. Городок. Проживал по адресу, Это секретная информация. Вам она не нужна. вот, с отцом жил, с братом, с младшим. 19 сентября 23 года подписал контракт с Минобороной. Зачем? Находился в местах не столь отдаленных. За что? За наркотики. Что употреблял или торговал, закладки делал? Ну, так получилось, то, что встретились с приятелем. Ага. Вот, и пошли, я деньги забрал, он наркотики передал. Встретились с приятелем, вот это вот всё. Ну, нет, для меня это известно было, и все. Понятно. Сколько лет дали? 6. А сколько отсидел? Отсидел 2,5 года. Решил пойти повоевать для того, чтобы выйти из тюрьмы? Ну да. Ну, не за деньгами, это именно из-за свободы, потому что отец один остался, надо как-то помогать. Да. А в тюрьме содержать тоже, ну. Знал, куда идешь? Ну, говорили, как, когда Минобороны приехала, говорили то, что иду, так скажем, либо чинить автомобили, либо в столовую. То есть штурм у нас никто не бросал. Да, повара и механики. У вас и водители и копатели. Все. Больше никого в армии у вас нет. Там. Вот так вот говорили. А по итогу приехали, сказали, вы штурмовая группа. Будете штурмовать. 9 дней обучения и все. Вот, отправили на штурм. То есть ни кордонов, ни кастрюль, да? Автомат дали? Да, ну автомат. Тренировали тебя стрелять? 9 дней. На полигон поездили, отправили на задачу. Ну, ездил как медиком изначально. Вот это вот последние разы уже начали штурмовиком отправлять. Где ты был конкретно, в какие даты? 29 сентября под Макеевкой. Вот. Штурм лесополосы был. Мы пришли, закрепились. Вот меня ранило и на эвакуацию пошел. Вот. И Краснолиманская, Терны. Поселок Терны. Вот тоже были в Сколько ты попал штурмов? В общей сложности штурмовых именно 2 было. 2 вылазки? Да, 2 было. 2 выезда штурмовых. Да. На чем вы выезжали? На БТРах. Вас завозили на точку и выбрасывали? Да. Сколько человек в первом выезде с тобой ехало? Со мной было 44 человека, 2 группами по 22 человека. 2 группами. Да, 22 человека пошли пешком и 22 на технике. Раскидались там по блиндажам? по Да, окопам? да, да. Ну как по блиндажам? Блиндажей не было. Просто Чем закончилась эта вылазка? окоп. Ну, в общем итоге за 4 дня туда приехало 2 роты. Так. Вот. И Это сколько человек примерно? 2 роты, около 200 человек. Ого. Вот. Ну, то есть там 300, Так. 200 были тоже. Ну, большинство 300. Вот, вышло всего 30 человек своими ногами оттуда. 17 дней там пацаны просидели. На 4-й день вот, ранило. Только миномет прилетел. Тебя? Да. Ага. А остальные? На эвакуацию пошел. Остальные там оставались. 17 дней в общей сложности там просидели. 200-е, 300-е были? Да. Много? 300-х большинство. 200-х 8 человек было. Что, прилетало что-то? Да, только артиллерия. Ну, то есть не пулевых, нет. Только осколки. И ты пошел на эвакуацию? Да. И таким образом ты вернулся к себе обратно? Ну да, Кого-то вынес и вернулся, да? Я пошел на эвакуацию, я с собой взял этого контуженного. То есть, ну, у него там ранение в голову было. Забрал его с собой и на эвакуации поехал уже в Краснореченск. Ага. Вот. Ну, Так. все, там госпиталь. В госпитале я отлежал 2 месяца. И обратно вернули. Ага. А у тебя какое ранение было? Еще раз.
Слепое осколочное ранение локтевого сустава, перелом плечевой кости. Так, ну, полежал в госпитале и вернули тебя обратно. Да. А тебе не хватило первый раз, вот ты увидел все то, что ты увидел? Ну, у нас угрожали же. Все, вас обнулят, если не поедете, обнулят, если не поедете. И когда получалось, там, ну, в медицину уходил, то есть ездил в А как думаешь, обнулили бы реально? Ну, я думаю, ну, шанс был, ну, то есть... Понял. Вот. А вот эти вот что-то типа заградотрядов, когда вас посылают вперед, типа и ни шагу назад, есть такая история? Вот, а нас таки посылают, мясные штурмы. То есть нас посылают как мясо, ну, кто с зоны, вот, то есть приезжали в декабре месяце, ребята, кто к нам приехал, 300 человек, на том же самом направлении, где нас в плен взяли, под Тернами, отправили 110 человек на штурм, вышло 20, остальные 200. Сколько пошло? 110 человек на штурм. Группами. 110 человек пошли на штурм, вышло 20? Да. Нехило. Нехило. А ты там был? Остальные 200. Нет. Я приехал через несколько дней сначала как медик, потом тоже в штурм погнали, на закреп. Вот. А ты не говорил, я же медик. Ну, Говорил. у нас с этим все плохо, так скажем. Да. Я тебя когда спрашивал, знал, понимал ли ты, куда идешь, ты мне сказал повара, там, механики. Да. Сейчас понимаешь, куда ты Да. попал вообще? Ну, это мясорубка галима. Отправляют просто на мясо. Ну, вот я говорю именно за зоны, потому что контрактников с нами не было. Вот, мобилизированных тоже, они больше закрепами уходили. Чего-то. Вот у меня были до тебя мобилизованы. Ну так, они, конечно, не... Вот, скажем так, вот вас в буквальном смысле на мясо отправляют? У нас в буквальном, да. смысле, да? То есть Да. там, как... То есть, ну вот нам показывают, допустим, вот как там командир с нами шел, ему показали один раз карту, ну такой же язык, как и я, царство ему небесное. То есть, Сомневаюсь. вот, зашли, все, сели, чего идти штурмовать, прошли прямо и все. Нас по нам миномет начал работать. Сразу 300-200, все 300-е были. 200-х выносили 300-е. То есть, ну, у нас То есть такие... в буквальном смысле. А этих тоже отправляют, ну, чуть более щадящий, как бы. Ну, вот в нашем полку именно 237-й танковый полк, ну, то есть контрактников не было, мобилизованных тоже. Это ты себе набил татушку, я смотрю. Ну, это в госпитале еще. Да, зацените его, смотрите. Витязь, группа «Шторм Витязь». Ну да. Ну я сразу сказал, что ты Рэмбо. Ну, не сказать, что Рэмбо. Сколько весишь? 56 килограмм, Рост? 1,70 м. 1,70 м? Да. А ну встань. Ну, может быть. Так, просто из-за веса совсем маленьким выглядишь. Ну, а что вот это вот, скажи мне, пожалуйста. Вот. Ну, это глупость. Не, ну не глупость. Ну расскажи, ты ж видно такой, Ну, это- знаешь, когда ты в окопах там был или там, когда ты там шел, наверное, ж ты кричал там, типа там за родину, короче. Нет, такого, ну, Мы такие бойцы, витязи там. вот нет, вот вся фигня. это вообще нашивка нашего отряда, так скажем. То есть у нас не было ни контрактников, ни людей, кто пришел с волей воевать. То есть только зэки. Еще есть татушки? ЗК. Ну, плечи, то, что в тюрьме сделал. А, тюремные. Да. Что-то интересное набивал? В плане Ну, интересно. что там вот набил? Нет, ну вот тут у меня на плече маска смерти, ну, череп с крестом, тут как бы ворон, тут надписи всякие, ну, Ага, как бы ничего такого нет. понял. Как попал в плен? Под Терны поехали на задачу, сейчас скажу, получается, 16 января. Вот. То есть приехали на место дислокации, вот. Потом сутки переночевали в блиндажах и поехали на БМП в лесопосадку, как нам сказали, нужно в нее зайти и закрепиться просто. Ага. Вот. В итоге, пока ехали, ну, подъезжали уже к посадке, к нужной. Вот, нас 15 человек ехало, ну, сверху на броне. И камикадзе прилетел, вот, 200, 5 300. Слетели, 8 человек осталось, ни командира, никого не было. Доехали до посадки, куда идти, что делать.
Неизвестного командования по рации спросили, они сказали, двигайтесь в правую сторону. Ага. Ну, выдвинулись в правую сторону, встретили вторую группу. Сказали закрепиться в блиндажах. Закрепились в блиндаже, то есть, сидели по блиндажам там на 2 точках. Вот. И все, досиделись, так скажем. До чего? До плена. Пришли, сейчас вспомню, как он называется, батальон Донбасс. Батальон у нас. Да, целую кучу гранат выкинули в наш блиндаж, поранило, там орали, кричали все. Ну, а вам не говорили, сдавайся, выходи? Сначала не услышали, под конец уже, когда там все раненые были. То есть там кто-то контуженный, кто-то раненый был. Вот. Сидели долго, как бы. Тоже пацаны там... Но они кричались, сдавайся, выходи. Но они кричали уже в конце, когда мы раненые были. Сначала гранатами просто закидали. Понятно, это превентивные Как меры. бы, Тут неизвестно. понимаешь, как это работает? Смотри, вот они пришли, да, бросили гранату. Если вы не кричите, мы сдаемся, Да, они то дальше вы кричали. получите еще пару гранат. Да? Мы думали все-таки, надеялись на наше командование, так скажем. Что оно что сделает? Вот. Мы вызывали поддержку, не поддержку. Как это обычно бывает в стрессовой ситуации, рация, все. А ты вообще понимаешь, что тебе в плену, в принципе, безопаснее, чем там? На данный момент, да. Потому что неизвестно, что могло быть, если бы мы не попали в плен. А вам рассказывали, да, что если вы попадете в плен, то вас будут резать, пенить и все такое? Да. Рассказывали. Это где кто? Замполиты какие-то рассказывают? Да нет, вот так, старые вояки, так скажем. Слух между собой Да. допускают. А знаешь зачем? Чтобы не сдавались. А зачем, чтобы не сдавались? Чтобы убили как можно больше, правда? Есть такое, И да. в результате, чтобы сами за 2 схватились. Да. Не сильно вы большой представляете интерес, да? На данный момент, как бы, уже не особо хочется воевать. Как бы всего увидел, всего насмотрелся, сколько пацанов погибло. Тебя сейчас отправят, ты снова, наверное, пойдешь. Тебе же скажут, у тебя татушка, ты Витязь. Нет, тут вариантов рассматривал любые варианты, то есть, могут обратно отправить, но буду как-то через прокуратуру военную решать, то есть. Понял. Давай попробуем твоему брату позвонить. Добрый день. Вы в курсе, да, под запись для публикации, разговор, да. Сейчас пишем с братом с твоим интервью, в общем, попадет он к нам на видео, ты там сможешь показать все, что хочешь. Я тебе тоже хотел кое-что показать. Покажи руку. Видел уже. Смотри, у тебя брат Витязь, видишь? Вижу, да. Вот, скажи, пожалуйста, нахрена он здесь? Витязь этот. Да, честно, я знаю, видимо, молодой, мозгов не особо много. Оказался у вас там. Ты не согласен? Да почему согласен? Если бы была машина времени, вернуть время назад, я бы досидел бы. Машины времени нет. Да. Говори. Возьми в руку, что я держать буду. Привет. Привет, как дела? Да нормально все хорошо. То, что отправляли, все пришло. Пришло, все дошло, да? Да. Я отправил письмо. Если там у отца будет еще возможность в конце месяца, чтобы так же сделал. Посмотрим, видно. Как у тебя здоровье? Нормально все. Виктор с тобой в прошлом? Да. Просто я с его матерью общаюсь каждый день. ждешь Ей звонка. передать, что... Да, передай, все нормально, тоже все пришло. Ладно. Я там письмо написал от Красного Креста, то есть, неизвестно, через сколько придет ответ и через сколько само письмо дойдет. Я
тоже, ну, со своей стороны, я как бы все старался, все, что мог, сделал. Вот, то есть Министерство обороны там написал, там, ну, вот все эти наши, так скажем, органы. Вот. Но, видишь, все равно вот в Министерство обороны звонишь, они, ну, до сих пор ты чувствуешь себя без вести пропавшим. А ты им показывал список с украинской стороны? Да, конечно. И что? Реакция? Ну, как бы показал, и все. Пока ничего. А это фейк, я понял. Вот. Ну ладно, будем надеяться. Отец как? Отец нормально все. То есть, ну, работает, все хорошо. Дай бог. Вот. Да, вот. Так что такие вот дела. Вот. У Ясно. вас, ну, Красный Крест приезжал, что вообще говорит? Да ничего особенного. Красный Крест не имеет никаких полномочий в этом отношении. тут- В отношении обмена и в отношении Ничего такого. статусов он не Сказали, имеет никаких полномочий. внесут, то есть в список Красного Креста, то есть то, что я военнопленный, а там, не знаю, у них там в Москве офис, еще где-то офис. Знаешь, что означает внести в список Красного Креста? Взять наш список военнопленных, который мы и так публикуем, сделать Ctrl-C, Ctrl-V. Знаешь такие комбинации на клавиатуре? Все. Вот. Ну так, нормально. А ты случайно, Кирилл, отцу не звонил на днях? Потому что у него был пропущенный. Отцу нет. Нет, Ага. нет, не звонил. Понял. Вот. Он переживал, что пропустил номер. Нет, ты ему передай от меня привет, скажи то, что все хорошо. Вот. То есть, там я ему... Надеюсь, что вот Я после ему... публикации видео и фото, то, что вот мне выслал Владимир, вот, я надеюсь, что внесут все-таки в список, ну, военнопленного для обмена. Все будет нормально. Дай бог, вот. Я и тебе... Возьми его, запиши с телефона. Есть второй у тебя? Есть второй Ну, у телефон? меня, к сожалению, нету, к сожалению, телефона, потому что, ну, я один с ребенком сижу, жена. Ну, Ладно. Вот. Я отправил и тебе, и отцу письмо. То есть, Угу. Ну, будем ждать. там не знаю, через сколько только она придет. А, Владимир, а подскажи, пожалуйста, через какое время примерно публикуется, вот, ну, Оно может публиковаться через очень длительное время, потому что Я у меня понимаю, очень я их понимаю. много, и как бы оно и через месяц может быть опубликовано, непонятно когда. Я тебе сейчас пришлю короткое видео с ним, и, собственно, пойдешь и пусть меняют. Я понял. Спасибо тебе большое за твою Да. работу. Что ты делаешь? Да. Ладно, Но я вам не могу сказать обратного, потому что брат здесь с автоматом, как бы, и мне кажется, ему здесь делать нечего. Я понимаю, да. А можно вот минутку подождать? У меня мать пришла, может, я у нее сейчас телефон возьму, запишу тоже. Да, пожалуйста. Минутку сейчас, буквально. Ну, охарактеризуй сам свои действия. Я ж... ну дурак. Да я уже, сколько раз пересматривал вот все события, которые были, как бы. То есть, и до, как бы, скажем, попадания в тюрьму вообще, как бы здесь, на территории Украины. То есть, много в голову приходит, но... Вот. Вот. Скажи, Кирилл, что-нибудь, что ты находишься в плену. Угу. Я думаю, достаточно. Вот. Вот так вот. А так... Здравствуйте, тетя Наташа. Полное видео смотрите на моем канале. Да. Спасибо, Владимир, вам большое. Да, я же вам говорю еще раз. Ну вот, смотри. Тебя еще там не мобилизуют, не? Нет, к счастью. А идет мобилизация? Забирают людей, контракты подписывают люди. Мобилизация идет? Ну, контракты подписывают добровольцы, я так предполагаю. Но вот, по крайней мере, вот, про мобилизацию конкретно, которая была Я в самом понял, начале, сработают у меня людей. Вот, пока такого нет. Я понял. Тихо, плавно гребут по контракту. Ну идут же. А зачем это все происходит, ты знаешь? Кто-то, не знаю, кому-то денег не хватает. Кто-то, не знаю, может, по своим убеждениям каким-то. Я вообще война говорю.
Зачем происходят боевые действия? Ради чего? Кому это нужно? Ну, нужно-то это, естественно, нашей верхушке власти там. Вот. Думаю, не Все, ладно, я понимаю, что ты понимаешь. Нет никакого желания, чтобы тебя там приехали, спаковали, поэтому я не буду. Но я не хочу тебя здесь видеть. Ни тебя, ни твоих друзей, понимаешь? Потому что шансы остаться живыми... Скажи сам про шансы остаться живыми. Ну, очень мало шансов остаться в живых. Потому что у нас везде мясные штурмы. Хочешь брата увидеть здесь? Здесь нет. Нет? Здесь нет. Здесь не Я хочу. понимаю, ну, тоже. Да, конечно. Вот. Никого, ни своих друзей, ни брата, ни... Ну, ясно. Никого. Все, тогда говори пока-пока, потому что Пока Юру, много людей. очень потом много. появится возможность, как бы, я дам знать. Вот. Отцу передай то, что я говорил, за посылки, не за посылки, чтоб... Вот. Все, давай, люблю, целую. Отцу вечером привет передашь. Хорошо, конечно. Все, давай, пока. Всего доброго. Давай, Пока. держись. Давай, пока. Благодарю. До свидания. Витязь, вот меня, вот эта вот тема, вот эти вот ваши, типа, патриотические, напрягают реально. Да я понимаю, сейчас... Ну вы же там, когда находитесь, вы же себя по одному ведете. А здесь ты же не хочешь вот сказать, как Ну, ты я как бы... считаешь. Ты же по-другому считаешь. Ты же радуешься, что вот это вот вы там наступаете, вот в этих вот полях куча трупов Да я лежит. не радуюсь Вот эти за клапти территории забираете. Ну, У забираем-то вас, чем? у вас Забираем. полей нет своих, что ли? Забираем только трупами. Я никогда не рад был, я и командованию говорил, то есть, переводите, не переводите. Они не хотят. То есть у нас делают все, чтобы люди умирали. Потому что только так они могут забрать территорию, с только трупами. Все, больше ничем. Прикинь, а эти же люди могли бы осваивать ваши территории за те бабки, которые вы вкладываете в эту войну, строить города и жить, и растить других детей. Это Тут бессмысленно. не то. То есть просто, так скажем, 70-летний дурачок не наигрался еще. Не наигрался. Понимаешь.